Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні пропоную вам рецепт печива, з якого можна зробити гарний та смачний подарунок під ялиночку. Перед вами все те продукты, которые понадобятся для теста. Точное их количество, как всегда, укажу в рецепте, найдете его под видео в описании. К сливочному маслу высыпаю пакетик ванильного сахара и немного взбиваю до однородности. Сахар добавляю сразу, чтобы он полностью растворился при замесе теста. Вот сейчас можете добавить пару щепоток соли. Я ее буду добавлять вместе с мукой. Зачищаю миску. Высыпаю сюда всю сахарную пудру. Пудру, а не сахар. Тесто получится более нежное. Если она у вас очень скомковалась, потянула влагу, то лучше предварительно ее просейте. На невысокой скорости немного перемешиваю до соединения продуктов, чтобы пудра не поднималась в воздух. Потом ее увеличиваю и взбиваю до посветления и пышности. В миксере 5 скоростей взбиваю на 4. Время от времени зачищайте миску, чтобы эта масса взбивалась равномерно. Яйцо размешиваю до однородности и добавляю его частями. По желанию можете заменить его 2 желтками. Печенье получится более сдобное и еще вкуснее. Каждую порцию взбиваю до полного соединения с масляной массой, и можно даже немного больше. И готовится это тесто без добавления какого-либо разрыхлителя. Поэтому хорошо взбивайте масло с пудрой, а потом еще с яйцом. Тогда тесто получится более легкое, возьмет в себя меньше муки, а печенье, соответственно, более нежное и хрупкое. Масса уже пышная, очень напоминает крем. Еще раз зачищаю миску, минуточку взобью, и будет достаточно. Можно добавлять муку. От общего количества отбираю 50 грамм для вымешивания на столе, а остальное высыпаю. Добавляю пару щепоток соли и замешиваю тесто. Старайтесь его как можно меньше замешивать руками. Не согревайте масло, чтобы оно не таяло. Иначе тесто получится жирное, масло будет из него выделяться, а печенье твердое. Сразу просто перемешиваю муку с масляно-яичной массой, а потом лопаткой начинаю немного придавливать. Так быстрее умешивается мука. Зачищайте ее с донышка, поднимайте и старайтесь недолго замешивать тесто. Чем быстрее замесите, тем нежнее оно будет. Не развивайте клейковину муки, иначе тесто получится затянутым, печенье твердым. Вот такое оно мягкое, легко размазывается. На стол высыпаю муку, ту, которую отбирала, 50 грамм. И на нее тесто. Еще раз посмотрите, насколько оно мягкое, маслянистое. Видно, что муки не хватает, очень липкое. Посыпаю его сверху и начинаю замешивать. Сразу обваливаю муки, замешиваю нежно, складываю, слегка придавливаю, совсем не так, как дрожжевое тесто. Не спешите сразу подсыпать всю муку, добавляйте ее по чуть-чуть и вымешивайте. Вот так вот и достаточно. Видите, вся мука не вошла. Сейчас покажу тесто. Вот такое оно получается матовое, не блестит от жира, мягкое, нежное. Подпыляю его мукой. Вот это количество муки может забить тесто. Теперь мне понадобится 2 листа пергамента. У меня, как всегда, силиконизированный. Слегка подпыляю мукой. Тесто сверху тоже, только чуть-чуть. Немного раскатываю, просто выравниваю тесто, чтобы его легче можно было раскатать под пергаментом. И вот теперь от середины катаю краешком. Пока оно толстым слоем, раскатываю и заглядываю под пергамент, проверяя его толщину. Если уже чуть меньше сантиметра, то скалкой начинаю просто растягивать тесто. Не раскатывать, а растягивать. С одной стороны пергамент придерживаю, растягиваю в другую сторону, потом наоборот. А когда уже этот пласт станет потоньше, ничего придерживать не надо, просто аккуратно растягивайте, не спешите.
Тесто легко поддается, оно мягкое. Если печенье будете делать двухслойное, то раскатайте его потоньше. 5 мм будет достаточно, толще не надо. Вот такое получается. Ровненькое, тоненькое, 5 мм. Приклеиваю пергамент, выдавливаю эти пузыри воздуха, аккуратно перетягиваю на досточку и ставлю в холодильник минимум на час. Оно должно хорошо застыть, тогда уже можно будет выдавливать печенье и выпекать. Тесто пролежало в холодильнике 3 часа, хорошо застыло. Выпекаю, как и пряники, на силиконовом коврике, он перфорированный, сеточка. Вот такая вырубка, ее диаметр 5,5 см. И для серединок взяла самую обычную кондитерскую насадку диаметром чуть больше 2 см. Формочку не подпыляйте мукой, чтобы краешки печенья были чистыми. Пока оно хорошо застывшее, подниматься может вместе с формочкой. Если остается на пергаменте, с ним тоже легко справиться. Легче будет ножом или скребком поддеть, но можно и руками. Тесто застывшее, плотненькое, поднимается хорошо. И так вырезаю. На листик у меня ложится 5 рядов по 4 штуки. Остальные, пока тесто не согрелось, вырезаю на второй коврик. И в это время у меня уже греется духовка, температура 190 градусов. Как только вырежу печенье, не надо их согревать, сразу же поставлю выпекать. Вот эти выпекать буду позже. Накрываю пергаментом, чтобы он к ним приклеился. Можно даже слегка пройти скалкой. Только не раскатывать, а просто придавить пергамент. Ставлю их снова в холодильник. А здесь 10 оставляю целенькими, а из 10 вырезаю серединки. Тоже не подпыляя насадку мукой. Серединки выдавливаю уже на коврике, чтобы это печенье не деформировать, когда будете переносить. Остальное тесто вымешиваю до однородности, также раскатываю и накрываю пергаментом. И снова ставлю в холодильник минимум на час. Выпекалось печенье 11 минут при температуре 190 градусов, средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз, без конвекции. Сверху оно колируется меньше, чем снизу. Чуть-чуть подзолотилось, и скорее всего камера не передает эту нежную колировку. Покажу вам на руке. Посмотрите, какие они тоненькие, ровные. Очень хорошо печенье и пряники пекутся на этом коврике. Донышко получается ровное, без вздутий, равномерно подпеченное. И после склейки получится вот такое вот печенье. Не толстое, аккуратное. Я выключила духовку, пока тесто остывает. С хорошо остывшего теста печенье получается более ровное. Оставляю до полного остывания. Для украшения то, что вы захотите, смотря какое печенье будете делать. Повидло, джем, сахарная пудра, шоколадная глазурь. Готовлю, чем я буду склеивать печенье. Это у меня домашний джем из алычи. Видно, что он неоднородный, есть кусочки. Цвет красивый из-за того, что варила я его там буквально 3 минуты с добавлением жилфикса. Поэтому сохраняется такой цвет и вкус свежей ягоды. Хорошо перетираю через сито, чтобы избавиться от этих шкурок. Получается вот такой вот он однородный, красивый, очень аппетитный и очень ароматный. Сюда же добавляю яблочное повидло, тоже домашнее. Ссылочку на его приготовление я оставлю под этим видео в описании над рецептом. Видно, что оно плотное, уваренное. Теперь все это надо хорошо перемять до однородности. Лучше, конечно, взять вилочку, ложка здесь не справится. Все это хорошо перемешиваю. Вот такой получается джем. Яркий, красивый, вкусный. Главное, что домашний и натуральный. Отштамповала я остывшее тесто, ставлю выпекать. А остальное раскатывать не буду и не буду охлаждать. Собираю в однородный комочек без добавления муки. Подкатываю в жгутик, уже можно прямо на коврике, без пергамента. Посмотрите, насколько оно удобное в работе. И делю на небольшие кусочки. Какое вы хотите печенье? Размером грецкий орех или чуть крупнее, может быть наоборот меньше. Я так поделю на глаз. Теперь
все эти кусочки подкатываю в шарики, перекладываю их на коврик, немного придавливаю, в середине делаю углубление и продавливайте хорошо, только не прорывайте тесто, чтобы после выпечки они остались заметными, чтобы тесто не выровнялось. Оно при выпечке все равно поднимается, несмотря на то, что в нем нет никакого разрыхлителя. А поднимается благодаря тому, что масса хорошо взбилась, насытилась воздухом. При выпечке пузырьки воздуха поднимаются, а соответственно поднимают и разрыхляют тесто. Под решетку простелила пергамент, чтобы потом можно было легко собрать сахарную пудру. Раскладываю эти веночки плотненько, один к одному, и засыпаю сахарной пудрой. А на целенький отсаживаю повидло. Я его потом немного разровняю по печенью и начну склеивать. Не надо до самых краешков, сверху он еще придавится печеньем, иначе будет вытекать. Теперь дайте ему хотя бы ночь постоять, срастись в одно целое. К тому же печенье станет помягче, пропитается повидлом, и только потом подавайте к столу и наслаждайтесь его вкусом. Эти печенюшки уже остыли. В кондитерском мешке растопила шоколадную глазурь. Прямо с мешком опустила в горячую воду. 2-3 минуты надо подержать, она полностью растает. Отрезаю кончик и покрываю печенье. Вот так вот несколько кругов. Макаю в орехи. Если вам кажется глазури и орехов мало, дайте им немножко подсохнуть. Потом по краешкам можете дорисовать и снова макнуть в орехи, чтобы печенье было более красивое, более богатое. Все, пусть глазурь подсыхает, орешки схватятся, и можно будет выдавить повидло. Тоже получается красиво и очень вкусно. Украсить печенье можно по-разному. Вот для этого я тесто раскатывала также тоненько, 5 мм, но не склеиваю, а украшаю по одному. Если покрываете полностью, то можно и с лицевой стороны. Донышко оставлять открытым. Вот такое оно получается красивое, сверху и снизу. А если украшаете половину, то посмотрите, какая разница между печеньем, украшенным с лицевой стороны, и со стороны донышка. Вот оно, красивое донышко, румяное, рельефное. Печенье получается более аппетитное. Я говорила, что украшаю шоколадной глазурью, а не шоколадом. Она не тает при комнатной температуре и не течет. Печенье хорошо сохраняет свою форму. Глазурь остается гладкой, и покажу вам его на разломе. Вот такое хрупкое, нежное. Печенье получается очень вкусное. Из него можно сделать красивый и вкусный подарок, сложить в коробочку, стоя или друг на дружку. Оно не слипнется между собою, при какой би температурі ви його не хранили. Якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.